Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Коптим дома. Соберу дымогенератор с интегрированным в его верхнюю часть эжектором. В интернете подобных конструкций огромное количество, в том числе и промышленных, из нержавейки или крашеных, с клеймами производителей, и с другими маркетинговыми изысками. Цена на такие изделия значительная. Предлагаю вашему вниманию предельно простую конструкцию с минимальными затратами средств и времени. Своими руками, без сварочных работ, без пайки, используя инструменты, имеющиеся в каждом хозяйстве. Мой дымогенератор ничем не хуже предлагаемых в интернете, при этом на порядок дешевле. Изготовлю, дам теоретическое обоснование функционирования, проведу испытания. Дам объективную оценку дымогенераторам с верхней эжекцией, включая те, которые продают в интернете. Ну а там уж ваше дело, покупать или делать самим, или отказаться от затеи вообще. В предыдущем видео изготовил дымогенератор с нижней эжекцией. Ссылка в описании. Это отрезок трубы с интегрированным в его нижнюю часть эжектором. Вкратце напомню конструкцию. Итак, взял отрезок толстостенной трубы. Толщина стенки 4 мм, плюс-минус миллиметр. Длина отрезка 700 мм, плюс-минус 100. Внутренний диаметр трубы 90-100 мм. Просверлил два отверстия диаметром 21 мм, друг напротив друга, на расстоянии от края примерно 100 мм. В эти отверстия будут монтироваться входной и выходной патрубки. Под одним из отверстий на расстоянии 10 мм от края просверлил отверстие диаметром 8 мм. Над ним на расстоянии 10 мм просверлил еще два отверстия по 6 мм. Эти три отверстия для подачи воздуха в зону тления щепы. Корпус готов. Монтирую в него выходной патрубок. На стандартный полудюймовый сгон навинтил гайку. Сгон вставил в большое отверстие, то что с противоположной стороны от маленьких отверстий. Внутри трубы на сгон навинтил вторую гайку. Выходной патрубок монтирован. На второй сгон, на длинный участок резьбы, навинтил гайку до упора. В большое отверстие, то что над малыми, вставил второй сгон с гайкой. Внутри трубы на сгон навинтил гайку. Это входной патрубок. В полудюймовую муфту вкрутил переходник с полдюйма на шланг. Переходник будет выполнять роль эжекторной форсунки. Муфту с переходником навинтил на входной патрубок внутри трубы. Гайками на входном патрубке и муфтой установил положение форсунки таким образом, чтобы форсунка была внутри выходного патрубка. При этом расстояние между основанием форсунки и внутренним краем выходного патрубка должны быть миллиметров 5, чтобы в этот зазор не проваливалась щепа. На входной патрубок снаружи навинтил турбину и запитал ее. Конструкцию установил на кирпич. Теперь кирпич – дно дымогенератора. Засыпал щепу. Накрыл дымогенератор кирпичом. Это крышка. Дымогенератор с нижней эжекцией готов. Как это предположительно должно работать? Турбина создает несущий поток воздуха, который через форсунку под давлением поступает в выходной патрубок. В патрубке струя воздуха расширяется на всю площадь сечения патрубка. Скорость движения воздуха в патрубке снижается, но кинетическая энергия потока сохраняется. Дальше, двигаясь по патрубку, воздух работает как поршень, втягивает воздух из-за форсунки по ее внешней стороне. За форсункой образуется зона пониженного давления. В эту зону всасывается воздух из дымогенератора. Так как дымогенератор снизу и сверху закрыт кирпичами, то воздух в него поступает через небольшие отверстия под входным патрубком. Так возникает принудительная тяга в системе. Остается поднести открытый огонь к малым отверстиям. Пламя всасывается через малые отверстия и поджигает щепу. Затем через эти отверстия в зону тления втягивается воздух.
Содержащийся в воздухе кислород поддерживает тление щепы. Сгенерированный в процессе тления щепы дым втягивается в эжектор. В эжекторе поток дыма смешивается с несущим потоком воздуха в пропорции 1 к 1. Так генерируется и формируется коптильная дымовоздушная смесь. С теорией, надеюсь, понятно. Вот этот дымогенератор с нижней эжекцией переделаю в дымогенератор с верхней эжекцией. Легким движением руки дымогенератор с нижней эжекцией превращается в дымогенератор с верхней эжекцией. Еще надо исключить паразитный подсос воздуха в его верхней части. Изолентой закрыл отверстие поддувала. Здесь температура будет сравнительно невысокая, изолента вполне подойдет. Засыпал в дымогенератор самодельную щепу. Видео о самодельной щепе по ссылке в описании. Закрыл дымогенератор крышкой. Уплотнил крышку изолентой, чтобы исключить паразитный подсос воздуха. В данной конструкции это важно для эффективной работы эжектора. Дымогенератор установил на край кирпича, так, чтобы осталась небольшая щель. Щель нужна для поджига щепы и притока воздуха в зону тления щепы. Дымогенератор с верхней эжекцией готов. Перехожу к испытаниям. Поджигаю щепу. Процесс пошел. Дым генерируется. Тяга в системе есть. Лабораторные испытания прошли успешно. Предложенный дымогенератор с верхней эжекцией ничем не хуже предлагаемых в интернете. При этом он на порядок дешевле. Достоинство конструкции в том, что дым, проходя через щепу, существенно охлаждается. Дым отдает тепло щепе и корпусу дымогенератора. Но уже через 15-20 минут щепа и корпус прогреваются. Система входит в равновесие. Сколько тепла отдает дым, столько же тепла рассеивается в атмосферу. Проблема в том, что равновесие наступает при температуре дыма на выходе выше 40 градусов. То есть о холодном копчении рыбы можно забыть. Напомню, предельная температура холодного копчения рыбы не выше 28 градусов. Холодное копчение мясных продуктов под большим вопросом. Допустимая температура до 42 градусов. То есть преимущество фактически нивелируется через 15-20 минут. Еще одно преимущество данного дымогенератора перед генератором с нижней эжекцией. Температура дыма, проходящего через щепу, снижается до точки росы. В нем образуется конденсат в виде тумана аэрозоля. Ядрами мельчайших капель воды служат частицы угольной пыли и кристаллы бензопирена. Проходя через щепу, этот аэрозоль оседает на щепе. Таким образом происходит очистка дыма от аморфных углеродов
и полициклических ароматических углеводородов с высокой температурой конденсации. Очистка грубая, недостаточная, какая-никакая, но очистка, скорее никакая. И опять же, через 15-20 минут после прогрева системы степень очистки дыма снижается. Это, пожалуй, и все достоинства дымогенератора с верхней эжекцией. Недостатки. Первый очевидный недостаток – высокая вероятность зависания щепы. Дым, проходя через щепу, остывает. Образуется конденсат. Щепа увлажняется, нагревается, пропаривается, набухает и упирается в стенки дымогенератора. Щепа под своим весом больше не опускается в зону тления, то есть зависает. В зоне тления щепа выгорает, тление прекращается, дымогенератор не функционирует. Конечно, можно попробовать проталкивать щепу в зону тления или, постукивая по генератору, попытаться обрушить купол зависшей щепы в зону тления. Вследствие таких манипуляций щепа в дымогенераторе уплотнится, и вероятность последующего зависания щепы только возрастет. Вряд ли кому-то будет интересно проталкивать щепу в зону тления каждые 20-30 минут в течение суток. Ну и те же недостатки, что в дымогенераторе с нижней эжекцией. Грязный и относительно горячий дым. А теперь о главном. Лабораторные испытания прошли успешно. А вот испытания в процессе реального копчения проводить не буду. Не стану портить продукты. И дело даже не в том, что дым на выходе подобных конструкций имеет влажность 100%. Остывая в коптильной камере, пройдя точку росы, в дыме конденсируется вода в виде аэрозоля. Конденсат образуется на внешней поверхности камеры и на самом продукте. В результате коптится мокрый продукт при 100% влажности дыма в присутствии водяного аэрозоля. Дело вот в чем. В зоне тления щепы образуется большое количество аморфных углеродов. Это угольная пыль, зола, пепел, сажа. Все это фактически уголь, не вступивший в химическую реакцию с кислородом. Уголь вместе с дымом поступает из дымогенератора непосредственно в коптильную камеру и оседает на продукт. Затем вместе с продуктом попадает в организм, в пищеварительный тракт. Предвижу возражение. А чем вреден уголь? Сам не токсичен, ни в какие реакции в организме не вступает, вреда не причиняет. Из организма выводится естественным путем. Больше того, уголь – сорбент, применяется в медицине. Адсорбирует токсины в организме и вместе с ними выводятся естественным путем. Возможно, аморфные углероды на продукте даже полезны. Вероятно, все было бы именно так, если бы не было иначе. В зоне тления при высокой температуре образуется широкий спектр полициклических ароматических углеводородов, в частности бензопирен, наиболее изученное соединение с доказанными канцерогенными свойствами. Бензопирен конденсируется на частицах угля, адсорбируется им и кристаллизируется в нем. Бензопирен также кристаллизируется вне угля в виде мельчайших нерастворимых в воде кристаллов. Все это оседает на продукт и с продуктом попадает в организм. Как бензопирен взаимодействует с живой клеткой, в частности с ДНК клетки, как химически модифицирует ее, как возникают мутации в геноме, которые приводят к трансформации нормальной клетки в опухолевую. О всем этом умолчу. Это медицинский аспект, в этом я не силен. Скажу только одно. Согласно информации из Википедии, бензопирен по степени воздействия на организм относится к первому, то есть к высшему классу опасности. Чрезвычайно токсичен для многих млекопитающих. Сильнейший канцероген. Вот и думайте, нужен ли вам такой ядогенератор. Самодельный или купленный в интернете. А можно ли очистить дым на выходе этого или подобного дымогенератора от твердых нерастворимых частиц, от аморфных углеродов и полициклических ароматических углеводородов? В подобных конструкциях нет. Однозначно.
На выходе дымогенератора с встроенным эжектором ничего с дымом сделать нельзя. Не получится ни очистить его, ни охладить. Любое малейшее сопротивление движению несущей среды, будь то фильтр или какая-либо клининг-система, или даже 1-2 поворота магистрали, приведет к дисфункции эжектора. Эжектор перестанет работать. И об этом уже говорил в ряде видео на канале. В своей коптильне проблему охлаждения и очистки дыма решил. В ней очистка реализована по принципу работы промышленных скруберов. На данный момент актуальная версия коптильни – версия 2.1. Не стану утверждать, что мое копчение безвредно, любые копчености вредны, но мое на порядок, может на несколько порядков, безопаснее и качественнее. До встречи на канале.